Сяо Янь приготовил пилюлю 8-го ранга, вызвав молнию 5 цветов. Он победил старика Мугу, но еще нужно справиться с природной энергией. Мощь молнии пилюли соответствующе росла вместе с ее качеством. Обычный почтенный воин не посмеет выступить против молнии пилюли 5 цветов. По мнению старика Мугу, Сяо Янь явно не способен с ней справиться силами предка. А в случае провала он не только потеряет свою позицию чемпиона, но еще и лишится непосредственно права на подчинение Звездного Пламени. На стадионе царило напряжение от мощи молнии пилюли 5 цветов. Ситуация и правда серьезная. Как же справится Сяо Янь? Сяо Янь усмехнулся, глядя на грозовые облака, в которых кипела энергия. Конечно же, марионетка земного зла ему в помощь. Молния пилюли 5 цветов. Опаснейшее природное явление, способное уничтожить даже могущественного алхимика, не говоря о его пилюле. Все взгляды были прикованы к Сяо Яню, ведь большинство зрителей сомневалось, что он сможет справиться с этим испытанием, учитывая его уровень силы. Многие считали, что парню нужно было заранее подготовить помощников, но по правилам сбора пилюль он мог полагаться только на себя. Однако Сяо Янь оставался спокоен. Он активировал марионетку, которую достал из пространственного кольца. Она была сильно повреждена в недавних битвах, но это не смутило его. Когда Мугу увидел ее состояние, он презрительно рассмеялся, считая, что полуразрушенная марионетка не выдержит ни одного удара молнии пилюли. Тем временем грозовые облака начали сгущаться, и первая молния, сверкая серебристым светом, обрушилась на стадион. Сяо Янь приказал марионетке выступить вперед, и та устремилась навстречу удару. Когда молния поразила ее, многие зрители затаили дыхание, ожидая, что она разлетится на куски. Но вместо этого поврежденное тело марионетки начало восстанавливаться. Ее трещины исчезли, а металл заблестел еще ярче. Старик Мугу был ошеломлен, она могла поглощать молнии. Еще несколько ударов молнии обрушились на марионетку земного зла, но она лишь становилась сильнее. Сяо Янь наблюдал за этим с явным удовольствием. Он знал, что уникальная способность марионетки позволит ему не только преодолеть испытания, но и, возможно, привести ее к эволюции в марионетку небесного зла, существу, сравнимому по мощи с почтенным воином. Марионетка делится на 3 уровня – человеческий, земной и небесный, самый высокий. Различия между ними определяются ингредиентами и пламенем, используемым во время усовершенствования. Марионетка обладает бесконечным количеством силы, не имеет никаких эмоций и не чувствует никакой боли. По сути, это машина для убийств. Усовершенствование марионетки использовало ее цвет для определения категории. Чем чище ее цвет, тем сильнее фактическая сила. Сяо Янь уже давно закалял марионетку с помощью молнии пилюли, но в этот раз, кажется, пришло время для эволюции. Блеск на поверхности ее тела становился все ярче под ударами молнии различных цветов. Сяо Яня очень интересовало, сумеет ли марионетка перейти на последний уровень после поглощения молнии пилюли 5 цветов. Молнии продолжали разрывать небо, наполняя пространство яростной энергией. Марионетка земного зла выдерживала каждое столкновение, впитывая силу природы, которая переплавляла ее тело, делая его все более прочным. Сяо Янь наблюдал за процессом, его лицо оставалось спокойным, но в глазах горел огонь предвкушения. Грозовые тучи 5 цветов окружали небо, их энергия бушевала, словно пытаясь уничтожить все, что попадет под удар. Больше всего поражала марионетка, способная выдержать такие разрушительные атаки. Хотя они и не смогли оценить ее силу и уровень, но некоторые проницательные практики могли с точностью сказать, что сила марионетки земного зла неимоверно растет под множеством постоянных ударов могущественных молний. А также хочу порекомендовать телеграм-канал моих друзей «Аниме 3D Дунхуа». Здесь много интересного, серии различных аниме в хорошем качестве и другие новости. Поэтому переходите, поддержите ребят, ссылочка будет в описании. Грозовые тучи 5 различных цветов бушевали на протяжении примерно 10 минут. Каждый новый разряд молнии пробуждал в ее теле изменения. На поверхности стали появляться золотистые отблески, признаки эволюции. В это время алхимики, наблюдавшие за процессом, находились в смятении. Даже главы башни эликсиров не могли предсказать исход. Но чтобы эволюционировать, марионетка должна полностью покрыться золотым цветом. До этого еще было далеко. В этот момент молния пилюли словно бы рассвирепела от стойкости марионетки. Грозовые тучи забурлили от ярости. Необычная сила притяжения вырвалась с их стороны. Когда молнии становились все сильнее, тучи, казалось, объединялись, подпитывая друг друга. Власть природы достигла апогея, породив удар невероятной силы. Даже воздух вокруг начал трещать, открывая пространственные разрывы, что пугало зрителей.
Но марионетка продолжала стоять, ее тело впитывало силу, увеличивая прочность и мощь. Половина ее поверхности уже сверкала золотом, а Сяо Янь, наблюдая за этим, знал – момент истины близок. Наконец, через полчаса постоянных ударов последняя молния, разрушительная и ослепительная, обрушилась на марионетку. Когда грозовые тучи начали рассеиваться, поверхность марионетки полностью покрылась золотом. Сяо Янь ощутил через отпечаток души, что процесс завершен. Марионетка встала перед ним. Ее ослепительное сияние подчеркивало ее новое состояние. Теперь это была не просто марионетка земного уровня. Нет, это марионетка небесного зла. Пространство исказилось, и вот она уже стоит прямо перед Сяо Янем. Сама же марионетка встала рядом с ним, как самый преданный охранник. Проведя рукой по ее коже, Сяо Янь заметил необычную текстуру, похожую на мягкую, но невероятно прочную поверхность. Проверяя ее прочность, он выпустил нефритовое пламя в форме кинжала, но порез так и не оставил следа. Новая марионетка оказалась практически неуязвимой. Ее эволюция завершилась, и теперь она стала несокрушимым оружием. Спустя столько лет взращивания марионетка Сяо Яня наконец прорвалась и эволюционировала в заключительный класс высшего уровня. Благодаря ей у него в кармане появился настоящий несокрушимый козырь. И действительно телохранитель на уровне почтенного воина, который безоговорочно предан Сяо Яню, что может быть лучше. Парень нежно улыбнулся и провел по руке марионетки. Последствия сбора пилюль определенно превзошли все его ожидания. Стадион разразился восхищенными возгласами. Сяо Янь доказал, что достоин титула чемпиона сбора пилюль. Даже на высоких платформах лидеры башни пилюль признавали его гений. Сюань Кун Цзы с улыбкой заявил, что башня многим обязана этому юному алхимику, а старик Мугу лишь мрачно смотрел на происходящее. Когда марионетка небесного зла завершила свою трансформацию, ее грозный облик, сверкающий золотым блеском, вызывал одновременно трепет и восхищение. Сяо Янь стоял перед ней, словно перед шедевром, созданным собственными руками. Теперь он обладал союзником, способным сразить любого врага и защитить его в самых сложных обстоятельствах. Сюань Кунцзы встал с кресла на высокой платформе и сделал шаг вперед. Он окинул взглядом весь стадион, но в итоге остановился на молодом парнишке. Я не стану говорить ненужных слов. Сбор пилюль подошел к завершающему этапу. Участники, прошу, продемонстрируйте свои приготовленные медицинские пилюли. Больше 10 человек на платформах поколебались, но в итоге раскрыли ладони и пустили в воздух приготовленные круглые пилюли. Каждая из них повисла в воздухе перед алхимиком. Напишите в комментариях, как, по-вашему, насколько полезен такой помощник, как марионетка небесного зла на уровне почтенного воина. Ее чистая физическая сила и защита должны быть поразительными. Большое всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.